Не просто красивое лицо. Идеальная фигура Ким Тэ-хёна заставляет Арми сходить с ума. Арми, сделайте медленный вдох на мгновение. Представьте тот момент, когда экран вашего телефона внезапно заполняется уведомлениями. Лента начинает двигаться быстрее обычного. Имя Ким Тэ-хён начинает трендиться повсюду, и вы сразу понимаете, что-то произошло. Не громкий камуэк, не объявление о награде и даже не скандал. Всего лишь одно появление, один момент, один кадр, где камера ловит его стоящим под светом софитов. И все же эффект такой, будто мир на несколько секунд замер. Годами мир знал Тэ-хёна как воплощение легендарной внешности. Его лицо называли одним из самых совершенных в индустрии развлечений. Симметричное, четкое, художественное. Его прозвали CGV – Computer Generated Visual. Словно он не настоящий человек, а персонаж, созданный слишком идеально, чтобы существовать в реальности. Но на этот раз Арми лишила дара речи не только его лицо, это был весь его силуэт. То, как костюм идеально сидел на его плечах, как его осанка стала более уверенной и крепкой, как он шел спокойно, устойчиво, уверенно. Это было не просто физическое изменение, это была эволюция ауры. Идеальная фигура, о которой все говорят, это не про поверхностные стандарты красоты, не про цифры на весах и не только про размер. Это про пропорции, гармонирующие с характером, про силу и мягкость, существующие в одном кадре. Потеряли ли Арми рассудок? Конечно, потому что мы стали свидетелями редкого, настоящего роста. От юного парня с любопытными широко раскрытыми глазами на дебюте до взрослого мужчины, чье присутствие ощущается уверенным и основательным. Вспомните его ранние годы. Более худощавая фигура, менее выраженные плечи, движения, наполненные юношеской энергией и невинностью. А теперь глубина в том, как он стоит, зрелость в выражении лица, сила, которая выглядит естественной, а не показной. И что делает это еще более значимым, Тэ-хён никогда этим не хвастался. Он не делал громких заявлений о трансформации тела, не заполнял социальные сети подписями о тяжелых тренировках, не превращал это в шоу. Он просто работал в тишине. И результат говорил сам за себя. За этой идеальной фигурой часы тренировок, когда мир спал, усталость, на которую он никогда не жаловался перед камерой, дисциплина, сохраняемая несмотря на плотный и изнурительный график. Потому что быть Ким Тэ-хёном значит жить под постоянным светом софитов. Каждое малейшее изменение замечают, каждую деталь анализируют, каждую фотографию увеличивают и сравнивают. Но вместо того, чтобы сломаться под давлением, он эволюционировал не в кого-то другого, а в более сильную версию самого себя. И Арми это чувствует. Мы видим не просто более широкие плечи или более рельефные руки. Мы видим уверенность. Мы видим мужчину, который понимает, что его тело – часть его искусства. Для Тэ-хёна тело – это не просто внешность, это инструмент. Как его голос, как его мимика, как то, как он оживляет каждое выступление. Сильное тело поддерживает ровное дыхание, прямая осанка усиливает сценическое присутствие, физическая выносливость подпитывает эмоциональную отдачу. И когда все это соединяется, перед нами не просто красивый айдол, мы видим настоящего артиста. Человека, который готовит себя полностью, физически, ментально, эмоционально. Вот почему реакция Арми такая бурная, потому что мы знаем, что это не произошло за ночь, это результат многих лет тихого труда. И, возможно, не осознавая этого, его трансформация отражает и наши собственные пути. Мы росли вместе с ним, мы проходили свои сезоны перемен, учились дисциплине, любви к себе, стойкости. Видеть Тэ-хёна сильного, собранного, сияющего, значит видеть доказательство того, что время способно создавать нечто прекрасное. И есть еще кое-что, что делает это особенным. Несмотря на все похвалы, Тэ-хён остается мягким. Он все так же смущенно улыбается, когда его хвалят, все так же смеется, как раньше.
В его глазах по-прежнему живет тепло. Его тело стало сильнее, но сердце осталось прежним. И это сочетание – редкость. Мир часто учит, что сила должна быть жесткой, что мужественность требует отказа от мягкости. Но Тэхён доказывает обратное. Он может иметь широкие крепкие плечи и говорить мягко, может выглядеть мощно и все же проявлять эмпатию, может быть невероятно красивым и при этом оставаться по-настоящему человечным. И, возможно, именно поэтому армии пришли в такой восторг. Не только потому, что он выглядит потрясающе, а потому, что он выглядит цельным, как мужчина, как артист, как человек. Когда камеры фокусируются на его идеальной фигуре и мир, затаив дыхание, армия видит больше, чем эстетику. Мы видим годы давления, ожиданий, возложенных на него с юности, стандартов, которым ему приходилось соответствовать снова и снова. И, несмотря ни на что, он продолжал расти. Поэтому, когда заголовки пишут «не просто красивое лицо», «идеальная фигура Ким Тэхёна сводит армию с ума», мы понимаем, что это глубже, чем сенсация. Это не про профессорцион, это про преданность делу, про стремление к самосовершенствованию, про уважение к своему телу как части жизненного пути. И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда мы видим его, наши сердца тихо шепчут: он действительно вырос, не просто стал красивее, не просто сильнее, а более устойчивым, более зрелым, более сияющим изнутри. Армии, мы всегда будем здесь, наблюдать за каждым шагом, поддерживать каждый процесс, праздновать каждую эволюцию. Потому что в конце концов, то, что делает Ким Тэхёна таким притягательным, не только его лицо, не только его идеальная фигура, не только то, как камеры словно влюбляются в него с любого угла. Это путь, который он прошел, чтобы стать тем, кем является сегодня. Тихие жертвы, долгие ночи стажировки, когда никто не видел, моменты сомнений, которые он не показывал полностью, времена, когда его не понимали, но он выбирал оставаться мягким, давление взросления под самым ярким светом софитов и отказ терять искренность. За глубоким голосом, который растапливает сердца, когда-то стоял юный мечтатель из Тэгу, выходящий на маленькую сцену с надеждой, большей, чем его страхи. За глобальной иконой стоит человек, который готовит себя полностью, физически, ментально, эмоционально. История Тэхёна не об безупречности, она о становлении. Становлении сильнее после критики, мудрее после боли, мягче, даже когда мир ожидал от него жесткости. Именно это делает его по-настоящему притягательным. Не только то, что мы видим сейчас, а все, через что он прошел, чтобы стоять там, где стоит сегодня. I won't quit, keep going till I